Всем привет! Хотел бы рассказать про стук на неровностях у машины Лада Калина. Вариантов много того, что может стучать, но в моем случае это направляющий суппортов. Если слышно, вот послушайте. Они тарахтят, болтаются, как, скорее всего, из-за пальцев вот этих. Их надо выкручивать, смазывать, добавлять смазку, закручивать обратно. Вот на этой стороне я уже поменял весь ремкомплект и смазкой забил. Ничего не слышно. Щелчки слышно, это на ручнике стоит, ручник хрустит. А так он мертвый стоит. Вот. А так я менял, конечно, вот эти вот, как они, яйца называются. Наконечники рулевых менял, все это не помогло, конечно. Шаровые менял, тоже не помогло. Ничего не поменялось. В принципе, как было, так и осталось. Вот думаю, что скорее всего это теперь они. Сейчас примерно покажу, как меняю это я. И посмотрим, что будет с результатом. Так, домкратим машину и подставляем на всякий случай пенек. Но перед этим, естественно, ослабляем болты. Так, машина остается также на домкрате, но еще и подстрахована пеньком. На всякий случай. Стоит на ручнике. Не видно. Ладно, стоит на ручнике. Ну, чтобы на всякий случай еще и зад держала. Так, что мы здесь делаем? Колесо мы сняли. Значит, отстегиваем, вытаскиваем тормозной шланг. Вот отсюда. Так, ни хрена он не вытаскивается. Так, ладно, вытащим, может быть, потом, если пригодится, может и не понадобится. В общем, пшикаем ВДшкой, если есть, конечно же, вот эти два болта. Ключом на 17 придерживаем здесь гайку, вот я уже его вставил. И головкой на 13 или ключом на 13, кому как удобно, нужно нам открутить вот этот болт. Но перед этим надо с помощью отвертки и молотка выпрямить пластинка, или как она там называется, она мешает откручиванию. Вот видно. Так, приступаем. Так, я их всех сорвал. Вот нижнюю накручиваем. Так. Теперь верхнюю. То, что надо было отгибать, я вот говорил про вот эти квадратики. Уголок был согнут на каждом из них. Это, видать, для того, чтобы не откручивалось. Так. Так, смазку, которую купил для суппортов, выглядит так. Я не знаю, хорошая она или плохая, но для суппортов. Там смотрите сами, какую вам покупать. Ремкомплект выглядит новый вот так вот. Так. И раз вы уже сюда залезли, уже проверьте тормозной шланг, чтобы был целый, ну на всякий случай. Хуже от этого не будет. Ну и можете что-нибудь еще проверить, чтобы ничего не болталось. Там рулевые наконечники, шаровые и так далее. Так, теперь мы все открутили. У нас он должен открываться. Одной рукой неудобно.
Так, секунду. Мы его сняли. В принципе, можно шланг уже и не снимать отсюда. Просто длиннее был бы шнур, было бы проще. Так, теперь ни в коем случае не надо додуматься нажать сейчас на тормоз, чтобы вот эта штука не выдвинулась дальше. Иначе мы потом назад не поставим. Можно вытащить, посмотреть колодки. Внутренняя тоньше. Вот так вот. Вот он. Новый комплект. Вот старый. Вытаскиваем резинки. Смазки маловато. По-моему, они еще заводские. Так, теперь нам надо почистить. Вот эти штуки протираем. И желательно почистить внутри. Неудобно мне снимать одной рукой. Вот так вот через отверткую тряпку. Или через что-нибудь другое можно. И позасовывать внутри, почистить. Чтобы забить новой смазкой. Так вот. Так, на новых ремкомплектах снимаем вот эти болты. Откручиваем. Так, открутили вот болт вместе с этим квадратиком. И забиваем смазкой под резинку. Весь палец. Вот так вот. Также я делаю вот так еще. Подставляю тюбик к вот этой дырке. Тюбик прям туда вставляю и немного выдавливаю, чтобы забить эту дырку. Также во вторую. Так, я забил смазкой вот эти места внутри. Намазал сами пальцы. Пыльник натянул, там все промазал. Теперь этот пыльник нужно одеть на вот эти вот места. Вот на вот эти места. Каким-нибудь образом. Не знаю, каким решайте сами. Я сейчас что-нибудь буду придумывать. Так, ну в общем пыльники я одел. Сначала сюда он хуже одевается. А на болт он практически залетает. Поэтому я их снял еще раз. Одел пыльники сюда. Потом вставил пальцы, он туда практически на палец сам уже одевается. Уже полегче. Колодки поставил. Теперь эту штуку надо поставить вот так сверху, чтобы вот эти болты были внутри, здесь, внутри. Вот. И снаружи уже вставляем болт. Отсюда вот, с этим квадратом. Закручиваем не до конца, чтобы можно было загнуть угол. Подставить отвертку. И уголок загнуть. Потом подбить, чтобы все так же осталось, как и было. Так, значит, я все закрутил. Вот, собрал. С этой стороны затянул. Сначала
болт затягивается не до конца, чтобы была возможность подогнуть квадрат. Подгибаете, затягиваете до конца, удерживаете ключом на 17, затягиваете болт на 13. И когда уже затянули, подбиваете его к этому болту. Он придерживает на откручивание. Вот так вот. Теперь собираем все в обратной последовательности. Ставим колесо, закручиваем. И в принципе все. Все, если понравилось вам видео, всем удачи на дорогах. До свидания.